Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. Тема заточки ножей на нашем канале обсуждается довольно-таки ярко, бурно, прям эффективно и очень интересно. И постоянно вы пишете в комментариях, что а где же мы возьмем-то данный станок, да как же я им буду точить и так далее. Это дорого, это невозможно в наше поселение. И город не поставляет Яндекс.Маркет, и купить я вообще в принципе этого не могу, нигде этого не видел. Сейчас я вам покажу способ, который есть в любом городе. В самой отдаленной деревне он тоже по-любому есть. Для этого нам потребуется 2 листочка бумаги. Вот один, допустим, вот такой, номером 800. Номером 800. Это обычная шкурка, обычная наждачка. И один листочек вот такой вот, 400. Для домашнего использования за глаза и за уши нам этого хватит. Все, 800 и 400. Что мы дальше делаем? В нашем случае я нашел вот такую вот маленькую досточку, потому что других у меня нет. В вашем случае это может быть какая-то квадратная полежка, да, ровная, либо любая другая прямоугольная деталь, которую вы можете найти. Все, что вам в руки попадется. Соответственно, берем 800. Все, и вот таким вот образом прям хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Далее, самыми острыми ножницами, которые мы с вами точили уже в предыдущем видео, вырежем нашу наждачку. Не обязательно прям по форме доски для разделки, да, она хоть и маленькая, но будем называть ее своими именами. Можно просто прямоугольник. Я вырежу вот как обвел, так и вырежу. Обычная наждачка, которая продается в каждом магазине. Данный листок стоит 12-15 рублей за один. Если найдете наждачку на тканной основе, будет вам счастье. На бумажной, конечно, чуть-чуть похуже. Все, берем. Вот со стороны Delicious, допустим, да. Вот такой вот суперклей. Можете взять момент, все что угодно, хоть на, не знаю, на все что угодно. Все, берем вот так вот. Не сильно много, суперклея он хорошо клеит. Все, и приложили. Вот так вот, 800. Все, 800 с этой стороны. Здесь все то же самое, только 400. При работе с суперклеем главное не время, сколько вы держите склеиваемыми деталями, а усилие нажатия. То есть, вот, чем сильнее надаете, тем лучше будет. Все, получилась у нас вот такая вот самодельная точильная доска. И берем обычный нож. Нож совсем тупой. То есть, смотрите, все. То есть он не режет от слова совсем. То есть тупой напрочь. И берем вот так вот. Выбрали какой-то определенный угол, допустим, 15-20 градусов. Для домашнего ножа этого будет достаточно. Все, и вот так вот на наждачке, на обычной наждачке. Можете взять другую руку, то есть вот так вот. Кому как удобно. То есть мне удобно на себя, кому-то удобно от себя. То есть особой разницы нету. Все, уже сейчас чувствуется, что нож очень острый. Уже. Ну вот, спустя 15 секунд, грубо говоря, мы имеем вот такой вот нож. Да, он режет, точнее, можно сказать, пилит еще. Но, тем не менее, для кухонных нужд этот нож просто уже идеальный. Уже любой салат вы им накрошите. 800. И делаем все то же самое. Сначала точим одну сторону. Стараемся держать угол ножа всегда в одном и том же положении. То есть вот так, не гуляем. Вот так, 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 всегда держим. Вот зафиксировали. Можете, я поначалу делал как? Ставил нож и клал вот так вот ногти под нож. То есть вот выбирал вот угол такой, вот, зафиксировал руку. И вот ногтями вводил по доске прям вот так вот. И получается, нож не двигается по углу совсем. Может быть, какие-то там градусы ходят, болтают сюда-сюда, но особо ничего не меняется. Ну вот, дорогие друзья, на 800 заточили. Вот такого вот ножа мы с вами добились. Ну, бывает немножко, да? Сейчас попробуем. Тоже все срезает. Все отлично. С учетом того, что это была обычная наждачка, кусок доски без воды, без ничего, без предварительной подготовки и так далее. Как говорят в комментариях, кривыми руками. Допустим, помидор, вот такой вот здоровый, обалденный помидор. Смотрите, вот, без усилий. Сложностей, проблем и так далее. Вот. Раз, два,
Раз, два. То есть данным ножом вы спокойно нарежете салат, нарежете мясо, то есть вот он режет идеально, вот как хотите. То есть тоненький там помидорчик, тоненький слайсик. Мясо по-французски сделать тоже подойдет. Идеальный помидор, идеально заточенный нож для каждой хозяйки. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. И увидимся в следующем видео, где мы протестируем еще какой-нибудь метод заточки ножей, или сделаем еще что-то интересное. Пока!